Что там, Саня, волки? Вот сейчас час ночи. Мы проснулись. Саня включил свет. Я посмотрел только что по карте. Сейчас нам 123 километра ехать. Он пишет 2 часа 11 минут. До аэропорта, да? Да. Что ж. Так что надо быстро сейчас собираться, а не на расслабоне. А потом уже на расслабоне ехать. У нас сегодня самолет из Стамбула куда-то. И там мы потом поедем смотреть Каппадокию. Сейчас мы будем собирать палатки. Быстро. Слышу. Ты что там, убираешь? Пылесосишь, что ли? Пылесосишь, что ли? Что? Убираешь, пылесосишь? Да, я быстро сейчас тут перед отъездом пошел, уже складываю. Ты смотри, время мало, давай быстрее. Да, давай. Вам, дорогие глядачи, не видно? Но мне видно. Звезд, конечно, много, но недостаточно. Так, сейчас 55, 2 часа. Все, мы все собрали. Уезжаем. Ну и так далее. И все такое. Вот. Мы прошли металлодетектор, как это называется, контроль. Сумочный контроль. Потом сразу же прошли еще раз металлодетектор, сумочный контроль. Подряд 2 раза. Непонятно зачем. Сами хотели забрать дрон. Ну, не забрать. Предложили сдать. Предложили сдать. Ну, не согласились. Ben kabin amiriniz Kevser ve ekip Ну что, видели вы воздушные шары из самолета, когда садились? Нет, мы видели 2 рассвета. Воздушные шары видели? Нет. Мы за час полета увидели 2 рассвета. Заката, потом рассвет. Солнце уже встало. Закат видели? Мы летели только с ручной кладью, поэтому наша машина немного помялась в сумке. Теперь не заводится. И теперь она вообще не заводится. Но мы ждем и мерзнем. Тут прогноз погоды, я только что посмотрел, Каппадокии. Днем 26, ночью 6. Сейчас между 26 и 6. Разыни ее на полную. Это на полную. Ну там и там. Расскажите ситуацию. Драматичная минутка. У нас, мы сюда прилетели, забыли скачать офлайн. У нас нету мобильной связи. Мы забыли скачать карты. Сначала вообще было непонятно, что происходит. Но телефон не заряжается от USB. Вот, пожалуйста.
вставляется, но и познавательная информация про Турцию, турецкий язык. В турецком языке и с точкой обозначает и, и без точки обозначает и. Получается, в турецком языке невозможно расставить все точки над и. Уже начинается Каппадокия. Уже начинается Каппадокия. Перед нами раскинулась красавица Каппадокия. Красавица Каппадокия. Каппадокия в переводе с итальянского Каппадочия означает город под землей. Каппадокия. От испанского копа до кия. Дословно место, где снимали мультфильм Cars. Тачки. Кстати, заметили, что в этой комнате пол на потолке? Что зачекимся, будем спать? Поспим, завтра пойдем домой. Ну вот. Вот. Гора. Гора идет. И вот там вот мы живем. Ну, такое. Если кто любит жить в пещерах, то вот можно приехать, пожить. Я вообще пещеры вообще не люблю, особенно жить в пещерах не люблю. Не знаю, что я сюда приехал. Вот там такое тепло. Hello and мераба. Мы заселились и уже на расслабоне. И уже заселились в кафе. Уже 2 часа дня. У нас примерно еще остается 5 часов сегодня на исследование по всем скалам и пещерам. И завтра еще остается у нас... Я вообще с вами разговариваю. 5 часов. У вас есть какие-то предложения, пожелания? Нет, отлично. Значит, сейчас попьем кофе, потом бежим, садимся в машину и начинаем лупашить по всем местам, которые я выписал. Тут достопримечательности. По часу на каждый. Потом быстро спим. Перед тем, как лечь спать, гуглим, где посмотреть на воздушные шары на восходе, на восток. А можно чуть помедленнее спать? Восходе солнца. Потом медленно спим, но только до восхода солнца. Чуть раньше встаем. Ну, как обычно, встаем по темному. И едем смотреть воздушные шары. Предлагаю проголосовать. Кто за? Поднимите руки. Все за. Решение принято. Ну что, вам, наверное, интересно узнать, как я сюда забрался? Ну что, вам, наверное, интересно узнать, как это все образовалось? И мне. Каппадокия от тайского Коп-Адок означает место, куда все приезжают, смотрят и уезжают. Вот, а дальше вот уже Аризона начинается. US of A. Идет равнина и вниз все эти углубления, и там эти скалы.
То есть такой принцип. Вот здесь равнина, углубление. И там скалы, там в некоторых скалах делают дома, в некоторых не делают. Ну вот, еще есть вот та вот гора, пожалуйста. Она, что характерно, углубляется вверх. Ее еще называют самой высокой точкой Каппадокии. Каппадокии. Я думаю, вода. А вы как думаете, дорогие глядачи? Наверное, тут раньше была вода, а сейчас ее нет. И все гладенько. Ну вот, ребята фотографируются. Ого! Ну це ти гониш, конечно. Ого! Тут есть дома в пещерах. 8 этажей. Конец предложения. 8 этажей. 8-этажные дома выдолблены в пещерах. Мне кажется, у меня плавятся подошвы. Это и есть самая высокая точка? Это самая высокая точка Каппадокии. Крепости, улицы, улицы и дома. Все бежевое. Пол бежевый. Стены бежевые, крыши бежевые. Вся природа вокруг бежевая. Ну, кому что нравится, например. Привет! Вы прошли поворот на замок, он там. Там поворот вверх на ступеньки. Так мы сейчас туда пойдем, я решил, вот это справа. Вон, Вам нравится? красиво. Нравится вам? Очень много, конечно, разрушенных, таких вообще сердце камней. Но вот оно именно сохраняет историю. Вот они где все. Квадроциклисты. Мы только что были в горах. Ни одного нету там. Вот они тут ездят по улицам на своих ATV. Оп. Видно это место или нет? Нет, идем наверх. Мы сейчас вниз спустимся, а нам надо наверх. Сейчас чувствуется, что мы стабильно идем вверх. Поднимаемся. О, вот, пожалуйста. Кале с флагом Азербайджана. Вот там, за верблюдом. Будешь фоткаться с лошадьми? Подожди. Ты, Саня, будешь фоткаться? Ты фоткаешься. Прибегут. Они тяжелее постоянно. Да? Да. Это не страшно. Castle Entry. Let's see. В целях поддержания окружающей среды электрические турникеты не работают. Баркод как бы проверяется просто разрыванием, и все, тебя прошел. Современный вид с подсветкой. Наконец-то. О, наверх. За мной. Вот это примерно как у нас в гостинице. Ну тут все такое. Все вырублено. В горе. Как у нас, только тут еще с окнами. А вот и мы уже на улице. Раз. Надо еще подниматься. Что-то с Саней случилось. Ну, то так. Сейчас мы поднимемся на самый верх и сразу всю Каппадокию разгадаем.
Дроны запрещены. Вот, пожалуйста. Еще чуть-чуть. Вот мы остановились. Вот тут внизу чуть-чуть походили. Теперь поднялись наверх и смотрим, что тут еще не початый край работы. Тут еще нет. Тут так себе. С этой стороны ничего нету. Вот там чуть-чуть. Угу. А с той стороны песня льется. А тут тоже ничего нету. То есть получается вот это раскинулась красавица Каппадокия. Окей. Вот, пока ребята в сувенирном тусят, я занимаюсь делом. Вот. Сань, дай 10 лир. Ой, ты уже что купляешь? Купаешь? Сувениры. Наконец-то хоть кто-то что-то решил. У меня нету десятки. А, у меня есть. Нет, десятка. Давай Я двадцатку. пока оставлю. Лучше посидеть меняй. Ты шекеля? О, ты сам сказал, или тебе положили? Сам я уже выучил. Научился Туршу. уже? Классно. Я, короче, узнал, что та гора, которую мы видели, когда подлетали, и из Кайсери, которая там на горизонте, она 4000, почти 3900 с чем-то в высоту. Вот это на уровне моря, в смысле, или? Ну, 4000 высота над уровнем вот моря. это самая большая гора, да? Да. И я узнал, как туда заехать. Так на что- машине можно? Ну, не самый верх, но прилично, очень высоко. А мы вложимся в 600 км, чтобы сдать машину? Да, там понты. Типа 90 километров all in all туда. Но я думаю, завтра мы с утра посмотрим там шары, восход туда-сюда. А потом по дороге в Кайсери поднимемся на гору, посмотрим с высоты на все это. Померзнем, а потом спустимся, сдадим и поедем в аэропорт. Приятного аппетита. Teşekkür ederim. Maze. Maze of Cappadocia. Ну, получается, слова, слова и действия. Слова, обозначающие действия, или действия, подразумеваемые словами, или слова, наталкивающие на действия, или описывающие действия, или просто действия без слов, которые не нуждаются в описании, как бы и так понятно. Или наоборот описание словами действий, которых нету или не было. Ну, так, что еще? Намеки, инсинуации. Я пошел. Меня зовут. Повезли воздушные шары, смотрите, за ними проследить. Шары без шаров. Готовится на утро уже. от воздушных А может шаров. это это сегодняшнее собирают, скорее всего. Да. Take
Point. Вот отсюда взлетают шары, пожалуйста. Государственный платный парк. А могли поставить непонятно что. Вот это стоит, собирает. Смотрите, как красиво. Вон тот замок, силуэт один его слева. Дежурная ситуация у нас как бы. Саня фоткается на обрыве. Смотрит на закат. Красава. Саня! Намасте! Ты можешь принести свой телефон? Кто, я? Ты-то портрет сделай. Куда принести телефон? Фоткай оттуда портрет и принеси свой телефон. Для портрета далеко. Я могу сфоткать пейзаж. Мне и нужен длинный, большой. Угу. Если вы нашли это видео, знайте, что мы погибли насильственной смертью, сорвавшись с обрывов, фотографируя Саню. Фотографируйте меня отсюда, фотографируйте меня оттуда, портретом. Ну все, я готов. Ты готов, Саня? Да. Фоткать? Фоткаю. Телефон, Наташа. Не дыши. Фоткаю. Короче кажучи, Саня за эту поездку меньше месяца мог погибнуть 3-4 раза. Один раз, ну, все разы, как бы, сорвавшись с обрыва. Один раз он уронил тапочек, все остальные разы он позировал. Пока еще... А, нет, он еще прыгал один раз свысока и издалека. Короче, шансы монетизации ролика в интернете сквозь пальцы просто уходят. Есть шанс. Наташа еще туда пошла. Сейчас, может, спазанет. Сейчас посмотрим отсюда. Попробуйте в прыжке там фотку сделать. Красиво будет. Ну, вот, пожалуйста, шары. Люди там сидят, летят. Высота, все такое. Плюс 9 на улице. Обратите внимание, дорогие глядачи, попереду воздушные шары, позаду в зеркале вершина 4000 метров. Вот такой вот день. Вот так вот просыпается Каппадокия. Каждое утро очень много-много шаров взлетает в небо посмотреть рассвет с воздуха. Чтобы покататься на шарах, нужно много теплой одежды.
Если не хотите встречать рассвет на воздушном шаре, есть еще альтернатива — кони. Они вот здесь вот между взлетами и посадками шаров лавируют. На них точно так же холодно, но еще и пыльно. Все в пыли от машин, пикапов, которые подвозят и увозят воздушные шары. Они тут носятся. И вся долина как бы. Вот, пожалуйста. Автобус Солтуспик. Можно даже сфотографироваться и потом дома на стене повесить фотографию. Называется Amon Horse. Я подумал головой, наверное, не нужно много теплой одежды на воздушный шар. Там же костер. Там тепло, наверное. Но я не знаю. Вот так вот, когда шарик полетает, его сминают, грузят и увозят. А в сегодняшнем эпизоде, дорогие глядачи, я проведу ревью автомобиля Duster. Нормальный автомобиль, немного в пыли. Нигде. Еще 66 километров. Готовы? Да. Там красиво? Офигеть! There is a tunnel over there. It goes south, but stops not so further. There are some tunnels like that. According to the theories, there are some connections between the underground cities, different underground cities. Ступеньками спускаемся на много ярусов вниз. То есть даже неизвестно, это было раньше, или все же делали современные люди. Аккуратные ступеньки, но лабиринты и целые комнаты уходят полностью под землю. Все ниже и ниже. То есть здесь как бы неограниченное количество комнат, вниз идет полностью лабиринтами, спиралями. В этих тоннелях самое главное не попасть под встречную экскурсию. Ну, что сказать, мы вышли, были на экскурсии в подземном городе. Деринкую. Ну, что сказать, мы в восторге, безусловно. Окей. Они еще 5 минут. Еще не дофоткались. Короче говоря, идея сама
что вот сверху ничего нету, а под землей там сколько, 5-6 этажей комнатушек. Она, конечно, завораживает, что так люди жили когда-то. Вокруг пустыня, все дела. Но экскурсия сама называется «Полчаса из жизни муравья». То есть все, весь город, все то, что сейчас там осталось, просто коридорчики и комнатушки, коридорчики, комнатушки, коридорчики, комнатушки. И куча людей экскурсиями туда заходят. И так как уплочено за все стараются каждый тупичок проверить. Там спуск вниз, сколько-то этажей, тупик, несколько тупиков и подъем назад. И все в каждый тупик проверяют, друг друга стукаются, совываются. Такое. Никаких больших залов красивых не было, просто маленькие всякие. Пойду еще на экскурсию в туалет схожу. Ну вот, друзья, мы едем в пустынном месте, где нет никаких поселений, просто вот чистые поля, никаких признаков жизни людей, то есть очень далеко. И прошу обратить внимание на идеальные ровные дороги. Вот, было... Снимайте вперед, смотрите, какая красота. Было два местечка, С видом на гору. где сделали... Вперед и снимайте. Здесь сделали два, ну, от горы вывели такие два как бы родника с кранами, то есть можно остановиться, набрать воды, попить. Простите за выражение, но мурованный туалет. Вот, и это причем почти безлюдное место. И вот у нас в Украине, где даже есть районы туристические, в горной местности, в Карпатах в особенности, туда фиг доберешься машиной, будешь ехать 3 часа, 50 километров, и абсолютно никаких удобств и ничего другого. Так. Так какая мораль этой истории, Наташа? Мораль в том, что тут даже в заброшенных местностях почему-то есть хорошие дороги, я ваш на месте. Есть хорошие дороги и хотя бы минимальные какие-то, по дороге можно встретить удобства. А в Украине нет. А в Украине такого нет. Так а какая мораль этой истории? То, что за Украиной не так хорошо смотрят, как за Турцией. Так за Украиной же и турки смотрят. Да. В этом и мораль. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Сейчас мы едем на гору, которая возвышается над городом Кайсери. Или Кайсери. Тут равнина в основном, во все стороны. И гора потом бац, 4000 метров. Неизвестно, насколько высоко мы сможем на нее заехать. Пока что мы едем уже какое-то время не в гору, а вокруг горы. Так сказать, изучаем ее палатки. Присматриваемся. Судя по всему, уже приехали. Сейчас мы подождем, пока сделают дорогу, и поедем дальше. Время есть, как бы. Самолет у нас только вечером. Скажите, что мы едем, когда перед нами дорогу делают. Сейчас.
терминал внутренних рейсов аэропорта Кайсери. Мой любимый вид аэропорта. Вот вход, вот контроль, вот зал ожидания. Все, гейтс. Вон duty free. Все. Но зато тут есть вот вам часы, можно посмотреть, сколько времени в Нью-Йорке, в Токио, в Париже. Напомню, это терминал внутренних рейсов по Турции. Все, мы покидаем красавицу Каппадокию. Пожалуйста. И направляемся в красавицу Истамбул. Вот он, Пегасус, который там мчит нас в Стамбул. Птичка на вечернем закате. Час. Слетели, сели. Мой любимый вид перелета. Если бы еще этот перелет был на поезде, было бы вообще чудно. Красавица Истамбул встречает нас грозовыми ливнями. Но нам по барабану. Мы не соскользили с взлетно-посадочной полосы, что в Сабихе акцент всегда плюс. У нас забронирована гостиница, и у нас на стоянке нас ожидает наша стреблястая тачка. И у нас есть еще запасы немного баклавы. У нас на сегодня все схвачено. Забыл, короче, что на зебре не пропускают. Чуть не погиб. Пошли проверим там. Нам любой, спуститься парковку, а там уже... Ну, в любую машину, нам только до гостиницы доехать. Мы, когда выезжали, запомнили номер места А18. Но оказывается, нам надо было еще запомнить цвет. Ну, я думаю, все будет хорошо. Правильно пришли. Вот, пожалуйста. А18.